Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, наши любимые медоеды, девианты. Всех приветствуем в нашем эфире. И у нас сегодня интереснейший человек, философ, которого вы все хорошо знаете, Андрей Баумейстер, с которым мы обсудим важнейшую тему нашей современности, тему противоречия и противостояния между США и Китаем, которые формируют логику развития, скажем так, международных отношений, новой системы, новой архитектуры безопасности, новую архитектуру в принципе мировой системы и будущее человечества в принципе. И мы поговорим об этом сквозь призму концепта ловушка Фукидида. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте сначала я введу в понятие, что такое ловушка Фукидида, потому что, возможно, не все зрители это знают. Я накануне эфира поработал с искусственным интеллектом, и Клод, и Грок, в принципе, выдали массу интересных таких тезисов. Итак, что же такое ловушка Фукидида? Зачитаю. Ловушка Фукидида – это концепция международных отношений, описывающая ситуацию, когда одна держава, находящаяся на подъеме, возвышающаяся сила, угрожает вытеснить или превзойти доминирующую державу, что вызывает страх, напряженность у последней. Этот страх может привести к эскалации конфликта вплоть до войны, даже если ни одна из сторон изначально не стремилась к ней. Термин был введен американским политологом Грэмом Эллисоном, который опирался на работы известного древнегреческого историка Фукидида, который описал Пелопоннесскую войну, которая шла с 431 до 404 годов до нашей эры. И Фукидид, описывая причины Пелопоннесской войны между Афинами и Спартами, утверждал, что ключевым фактором войны был страх Спарты перед ростом могущества Афин. И он писал следующее, что истинной причиной войны, хотя неявной, было то, что рост мощи Афин и вызываемый ею страх Спарты сделали войну неизбежной. И Грэм Эллисон в 2017 году в своей книге взял эту идею и применил ее к современным международным отношениям, прежде всего к противостоянию между США и Китаем. И выделил ключевые элементы ловушки Фукидида. Первое. Структура напряжения. Неизбежное напряжение, возникающее между восходящей и установившейся державами. Второе. Страх и недоверие. Доминирующая держава испытывает страх перед потерей влияния, а восходящая стремится к должному признанию своей восходящей и растущей мощи. Третье. Спираль эскалации. Взаимное недоверие приводит к наращиванию вооружений, созданию союзов и другим действиям, которые воспринимаются противоположной стороной как угрожающие. Четвертое. Стратегическая дилемма. Даже если обе стороны не желают войны, их действия, продиктованные логикой безопасности, могут привести к конфликту. В истории можно найти массу примеров, начиная от самой Пелопоннесской войны, заканчивая Первой мировой войной. И, наконец, наша ситуация, которая, когда смотришь на нее сквозь призму этого концепта, то она, попадает практически под все его пункты. Вставляйте США и Китай под эти тезисы, и вы явно увидите схожие параллели. В этом контексте, как вы думаете, это уже гостю говорю, нашего уважаемого гостя, эта эскалация и ловушка Фукидида, неизбежно ли она приведет к войне между нашими двумя супергигантами? Потому что пока что мы видим лобовое такое столкновение, затягивание гаек и рост напряжения. Хочу уточнить один тезис. Эллисон проанализировал 16 случаев, начиная с 16 века. Угу. И только в 4 случаях дело не дошло до войны. То есть он строил свою модель именно под отношения США и Китая. Первая публикация, если не ошибаюсь, 2017 год. Да. И мы получаем 16 случаев, и только в 4 удалось избежать войны. Это первый тезис. И второй тезис я бы скорректировал Эллисона, потому что это однолинейная достаточно модель. Посмотрите, если посмотреть закат Пакс Британика, это первая половина 20 века, то мы там не встречаем модель, похожую на модель Эллисона. Наоборот, Соединенные Штаты дважды выступают союзником Британии в Первой и Второй мировой войне. Но при этом это такое союзничество,
которая принуждает Британию постепенно сдавать свои позиции, и уже к 1947-1949 году эта империя, которая фактически все сдает позиции, передает это Соединенным Штатам. То есть это достаточно интересный кейс. Можно быть такими союзниками, что лучше бы иметь врагов, чем таких союзников. Это второй тезис. И третий тезис. Давайте посмотрим на это глазами китайцев. Я в последние где-то полгода, год слежу за публикациями китайских политологов, историков. И для них вообще модель Запада или образ Запада – это модель экспансии. Фактически они играют с двумя главными метафорами. Для них Запад, начиная с Римской империи, это всегда экспансия, всегда агрессия. В глазах Китая Запад принципиально агрессивен. Это входит в суть западного, собственно, ментальности и действий. А Китай – это гармония. И вот то, что пишут они, значительная часть китайских политологов, это конфликт между агрессией и гармонией. И если мы посмотрим на эту китайскую модель, посмотрим китайскими глазами, мы увидим, что мы, люди Запада, видим ситуацию немножко по-другому. Мы можем посчитать, сколько раз, например, Соединенные Штаты после Второй мировой создавала искусственно правительство в разных странах или вторгалась в эти страны. Это 57 раз. С 1945 года 57 раз. Мы можем посчитать, сколько это делал Китай. Естественно, будет дисбаланс очень сильный. Тогда мы должны говорить о другом. Если прав Эллисон, вот я предлагаю для разговора детали, какие признаки подобного противостояния? У кого сейчас активность в этом конфликте? И я завершаю. Почему я считаю модель Эллисона линейной? Потому что сегодня мы имеем дело с складывающимся конфликтом нескольких сил. Это не две силы, это не Соединенные Штаты и Китай. Это будет, скорее всего, 4-5 больших центров силы. Поэтому речь идет о том, как Китай и Соединенные Штаты будут работать со своими союзниками в этом противостоянии. И, например, сейчас те тарифные войны, которые затеял Трамп, я вот читал литературу на эту тему последнюю неделю, многие считают, что пока Трамп толкает, например, своих естественных союзников, Южную Корею, Филиппины, Японию, это если говорить о Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Европейский Союз отчасти в объятия Китая. Тогда возникает очень странная модель. Гегемон или лидер Соединенные Штаты сейчас совершают такие шаги, которые ослабляют блок Запада и усиливают Китай. И это пока мне не очень понятно. Эта логика мне не совсем ясна. Может быть, Юрий, вы попробуйте ее прояснить. А пока все идет к тому, что США волей или неволей, осознанно или нет, ослабляет себя в противостоянии с Китаем. Ну, давайте попытаемся разобраться. Ну, во-первых, действительно видно, что вот как у Фукидида, да, когда страх доминирующей державы тогда перед Пелопоннесской войной Спарты, он руководствовался, он был руководящим как бы мотивом в отношении Афин, которые были восходящим таким гегемоном на Пелопоннесе, да, и, собственно говоря, привел к войне. И вот Фукидид так и говорил, ведь лакедемяне, страшась дальнейшего усиления могущества Афин, они видели уже, что большая часть Эллады уже в руках афинян, были вынуждены начать эту войну. И тем самым подчеркивает неизбежность конфликта. Вот в этой ситуации мы видим, что Трамп и ту повестку, которую он обозначает, она тоже руководствуется страхом. То есть она пронизана страхом, что былое время славы позади, его необходимо вернуть, необходимо
приложить к этому максимум усилий, чтобы Америка стала опять великой. И на пути к этому придется преодолеть кучу невзгод, которые, в принципе, Трамп не боится и обозначает для американцев как неизбежные. То есть, когда вот началось это падение на фондовом рынке, он говорит, что нужно потерпеть, мы пройдем через это все, но это необходимые факторы по преодолению нашей слабости. Вот, это первое. Второе. Я согласен в том, что действительно было большее число игроков, чем 2, что в Первой мировой войне, но так же самое, как и в Пелопоннесской войне, потому что там были Фивы, там были другие города, Коринф там, и прочие субъекты, которые были вынуждены позиционироваться в этом конфликте Спарта и Афин, точно так же, как сегодня мы видим, как США и Китай заставляют позиционироваться от других игроков относительно этого своего конфликта. Трамп говорит, не спешите вводить пошлины. Те, кто ведут против нас пошлины, как Китай, те пострадают, потому что наша ярость будет безграничной. И тем самым опять-таки применяет страх как мотивацию, которая формирует соответствующие паттерны поведения, которые они опять-таки ожидают от самых различных стран, начиная от союзников и заканчивая врагами, как это в случае с Ираном. Мы сейчас видим, как Трамп точно так же играет на страхе нанесения ядерного удара или просто ракетных ударов. И вот даже сейчас информация появилась о том, что Хаменеи пошел под давлением своего окружения, пошел на переговоры в Омане. Поэтому, в принципе, тот факт, что количество стран больше или количество участников конфликта больше, чем 2, это как раз нормально в рамках концепции Эллисона. Просто два ключевых государства, как правило, выступают в качестве ключевых организаторов вот этой системы союзов, которая необходима для того, чтобы получить доминирование в конфликте. И в этом плане это было и во время Первой мировой войны, и во время Второй мировой войны. И, собственно говоря, где-то такую же логику мы видим и сейчас. Поэтому 4-5 центров силы, или даже 7 центров силы, как некоторые наши аналитики говорят, это отнюдь не препятствует тому, что две доминирующие силы навязывали логику вот этой борьбы. Потом принципиальная разница, меня зацепил этот тезис, который вы сказали, о том, что в глазах Китая Запад видится экспансивным, и поэтому конфликт, по сути, между агрессией и гармонией. На самом деле, Китай точно так же экспансивен в своей истории, и как только появлялась возможность эту экспансию осуществлять, он ее осуществлял. Например, во времена династии Тан, это 7-10 век нашей эры, Китай вышел на рубежи, так сказать, своих пределов, в тех условиях это были пределы, и пришел в Центральную Азию, где, в общем-то, была зафиксирована крайняя точка, куда в своей экспансии на Запад он дошел. И многие, когда рассуждают о том, что, в том числе и в Китае, что Китай не стремится к экспансии, они забывают о том, что Китай, по сути, находится на острове, географическом острове. Пустыня Гоби, Гималаи, океан со всех сторон, Сибирь на севере. И поэтому его пределы экспансии ограничились географическими факторами, так же, как и любой другой империи. Но отличие от того времени сегодня заключается в том, что современный транспорт, современная логистика не позволяют эти пределы, эти ограничения преодолеть. И, в общем-то, мы видим, как происходит глобальное столкновение интересов США и Китая, потому что Китай за последние 20 лет очень серьезно укрепил свои позиции на самых разных континентах. Там, где в прежние времена, в прежние эпохи он никогда в принципе не мог появляться. Более того, даже когда у него была такая возможность, как мы помним в 15 веке, когда были те знаменитые походы в 30-е годы 15 века, за полвека до открытия Колумба, то Китай, добравшись практически, по-моему, до Мадагаскара, поплавав вдоль восточных берегов Африки, пройдя Индию,
Он, имея огромный флот, который перевозил десятки тысяч человек, и корабли у него были водоизмещением в 10, там, в 15 раз больше, чем те утлые скорлупки, на которых Колумб открыл новый свет, он, тем не менее, понимал, император китайский понял, что туда нет смысла никакого двигаться, потому что там были незаселенные территории фактически, если брать Африку, оттуда нечего было получать, не с кем было торговать, и поэтому не было никакого смысла развивать эту экспансию. И, как мы знаем, сжег корабли. Тогда как Европа пошла по другому пути, и наоборот экспансия стала мотором ее прогресса, ее развития, потому что дала огромные ресурсы, колониальные ресурсы, которые она использовала для своего развития, для своей модернизации. Поэтому в наших условиях, это я уже как бы резюмируя относительно тех тезисов, что вы сказали, можно говорить, что во-первых, США и Китай находятся в рамке по-настоящему глобальной, когда необходимо по-настоящему полностью учитывать множество факторов, которые в самых разнообразных углах планеты проявляются. И мы видим, что Трамп поднимает вопрос Гренландии, которая находится рядом с США и далеко от Китая, сквозь призму китайской угрозы. И наоборот, Китай готовит ледокольный флот для того, чтобы торговать с Европой, поскольку боится доминирования американцев на морских коммуникациях и с помощью России пытается это преодолеть. И мы видим, как Россия маневрирует и пытается договориться со Штатами для того, чтобы как Джокер в этом противостоянии силовых потенциалов пытается найти свое место под солнцем и, соответственно, получить большую выгоду от союза с тем, либо другим игроком, либо от игры сразу с обоими, как это у них уже неоднократно было. Поэтому, в общем-то, как бы, несмотря на вот эти все эпитеты по поводу агрессии и гармонии, мне кажется, что и китайцы, и американцы руководствуются схожими мотивами, которые вот как раз хорошо освещаются концептом Эллисона. Я так дополню. Да? Я дополню. Да, безусловно, я соглашаюсь с вами, Юрий. Просто я хочу уточнить. Действительно, до 19 века у Китая не было экспансионистских идей. У них не было текстов, в которых экспансия была описана. Я часто повторяю этот тезис, он очевиден. А, кстати, Китай ислам относит к западной цивилизации. И в их исследованиях ислам и его экспансионистское, то есть агрессивное распространение, это тоже часть западной идеи, что мы чуть-чуть по-другому на ислам смотрим. Так вот, до 19 века включительно действительно у Китая не было этой идеи. И в каком-то смысле он был инфицирован Западом через травму и через усвоение либеральных идей. Да? И вначале идея торговли стала той основой экспансии, которую сейчас Китай отстаивает. В принципе, как ни странно, это тоже банальность, Китай сегодня защитник либеральной экономики, свободного рынка, защитник идей, которые можно назвать неолиберализмом даже. Но здесь есть для меня достаточно уязвимое место Штатов и Европы сейчас в отношении с Китаем. Кстати, в 2024 году в Чанкае, такой небольшой город, по-моему, 68 километров от столицы Перу, Китай строит очень большой порт. Инвестиции где-то в $3,5 миллиарда. И от этого порта до Шанхая 17 тысяч километров. То есть через этот порт, это пример экспансии торговой, через этот порт Китай хочет усилить свое присутствие в Южной Америке. Вот я приведу такие цифры. Торговый оборот, между Китаем и Южной Америкой в 2000 году был всего $12 миллиардов. В 2022 году это уже $482 миллиарда. Поэтому Китай хочет быть и в Европе, и в Африке, как мы знаем, большие инвестиционные проекты в Африке. И, как показывают цифры отношений с Южной Америкой, это тоже очень серьезный рост
экономических отношений и так далее. Военное и геополитическое мышление Китай подтягивает к торговому. И вот здесь то, что нам неизвестно. Во всей этой структуре мы не понимаем, как далеко может пойти Китай в жесткой силе. Не в торговле, не в мягкой силе, не в экономике, не в технологиях, а именно в жесткой силе. И одновременно Запад, это моя такая достаточно, может быть, спорная гипотеза, а может быть, это тоже банальность. Запад в последние годы стремительно теряет свою мягкую силу. Когда я еще спорил, как прозападный человек, с энтузиастами прокитайскими, я им говорил, по модели американской хочет жить значительная часть мира. А вот китайские порядки и китайская модель, она эксклюзивна, она только для Китая и, возможно, для сателлитов. Сегодня я уже так сказать не могу, потому что то, что мы называли западными ценностями или западной мягкой силой, резко теряет цену. И сейчас уже нельзя сказать, что, например, Трамп оперирует именно ценностными, смысловыми образами Запада. 100%. Между Европой и Соединенными Штатами, как мы наблюдали это в феврале, в начале марта, даже возникла серьезная, я бы сказал, культурная война. Когда европейцы стали обвинять Соединенные Штаты в том, что Штаты атакуют западные ценности и предают западные идеалы. А Венс, соответственно, в Мюнхене обвинял Европу в том, что европейцы предают западные ценности и фактически устроили у себя в Европейском Союзе совершенно антизападный проект за последние годы. Вот это значительно ослабляет присутствие мягкой силы в мире западной. 100%. Вы абсолютно метко заметили, что сейчас Джозеф Най фактически плачет крокодильями слезами по поводу того, что вот его постулат о мягкой силе, soft power, как он сформулировал в свое время, Запада, он практически разлетелся вдребезги, и даже вот статья недавно была в синдикате его. И вот, в общем-то, Фукидид это иллюстрирует простой цитатой, да? Он говорит: кто обладает силой, тот находит предлог для захвата того, что он может захватить, а слабый вынужден подчиняться. То есть это вот о реалистичной природе международных отношений, которым сейчас апеллирует Трамп. То есть Трамп говорит: мы имеем право на Гренландию, потому что у нас есть там интересы, Китай туда может зайти, и поэтому то, что мы сильны, обуславливает то, что мы можем этим владеть, и просто рубит вот с плеча то, что... Поэтому ментально Трамп действительно близок к Путину здесь, да? Да. Хотя это два совершенно разных проекта, безусловно, и я здесь на стороне Трампа, но вот эта категория мышления в терминах интересов и силы, да, если у государства есть сила и есть законные интересы, то эти законные интересы должны быть учтены и приняты оппонентами. И в принципе, его стратегия отношений сейчас, сближения с Россией, очень похожа на эту логику. Точно так же, мне кажется, будут выстраиваться и его отношения с Китаем. Ну, вот здесь еще одна цитата, которая похожа на предыдущую, но она раскрывает вот эту логику действий о циклической природе конфликтов за власть, что сильные делают то, что им позволяет их власть, а слабые соглашаются с тем, что они должны принять. Да? Это вот известнейшая цитата из, господи, забыл эту, сейчас, секунду, во время дебатов с одним из городов, которые были в связке со Спартой, вот, как раз афиняне говорили вот буквально вот эту цитату и такой смысл вкладывали, чтобы они согласились сдаться. А те, в свою очередь, говорили: нет, есть как бы и права
к которым они апеллировали, на что афиняне говорили, что если у вас нет силы, которая подкрепляет ваши права, то вы обрекаете себя на поражение. Милос вспомнил, вот, да. И Милос был небольшой колонией Спарты и пытался сохранить нейтралитет в войне. Да? И вот афинская делегация приехала к ним и предложила, вот фактически представьте на месте Милоса Данию. Если это Гренландия, да, больше да. Гренландии, конечно. Да. Это вызов Гренландии. Да, и вот ключевые фрагменты этого диалога. Афиняне говорят Милоса: мы не будем прибегать к длинным неубедительным речам, мы знаем и вы знаете, что в человеческих взаимоотношениях право имеет смысл только тогда, когда противостоящие стороны обладают равной мощью. В противном случае сильные делают то, что могут, а слабые терпят то, что должны терпеть. Милосцы отвечают: на наш взгляд полезно, и мы вынуждены говорить о пользе, поскольку вы выбрали пользу, а не право в качестве критерия, чтобы вы не уничтожали общепризнанный принцип, полезный для всех людей. С каждым, кто оказался в опасности, следует обращаться справедливо и предоставлять ему возможность убедить вас, даже если его аргументы не достигают полного совершенства. А также в ваших интересах, поскольку если вы падете, вы можете столкнуться с самым суровым возмездием и стать примером для других. И Милосы дальше говорят: было бы верхом малодушия и трусости с нашей стороны не использовать все средства для спасения, прежде чем стать рабами. Мы верим, что не останемся без помощи богов, потому что мы стоим против вас справедливо, в то время как вы действуете несправедливо. Мы доверяем также помощи лакедемян, спартанцев, они не могут предать своих колонистов. И тут афиняне отвечают с таким безжалостным реализмом. Это, кстати, напоминает наши диалоги с Россией в том числе. Что касается богов, мы считаем, и что касается людей, мы уверены, что по природной необходимости каждый всегда правит там, где имеет силу. Мы не установили этот закон и не были первыми, кто им воспользовался. Мы же нашли его уже существующим и оставим его осуществлять вечно после нас. Мы только пользуемся им, зная, что вы и другие, имея вы такую же силу, как мы, поступали бы так же. И, кстати, этот диалог закончился трагически, потому что милосы проиграли, значит, эту войну с афинянами, потому что отвергли их ультиматум. И город был разрушен, они казнили всех взрослых мужчин, а детей превратили в рабов. Но вот этот вот диалог, он как раз сегодня действительно очень актуален, потому что это диалог Трампа сегодня с Европой в том числе. И так же, как и Путина с нами и с другими игроками. И это действительно, как вы подметили, противоречие между старыми установками либерального мира, которые Штаты сформировали после Второй мировой войны, и где они, скажем так, задавали правила игры, задавали темп процессов. Сейчас им стал невыгоден, и сегодня к этому апеллирует Китай. И тут, мне кажется, вы тоже правильно подметили, что страны, которым выгодны эти правила, потому что они годами, столетиями находились в состоянии конфликта. Я отсылаю к нашей беседе с Сергеем Корсунским, послом Украины в Японии, вот сегодня его последний день, где он позавчера, точнее говоря, он как раз говорил о том, что азиатские страны сегодня в ужасе от этой ситуации, потому что они привыкли, и им выгодны те правила, которые сформировались после Второй мировой войны, где Штаты гарантировали безопасность и гарантировали минимальную выполнимость этих правил. И, соответственно, сегодня, когда Трамп требует от них либо большей покладистости, либо необходимостью переносить производство, либо как Европе тратить на безопасность, и этого же он требует от Японии и Южной Кореи, то тем самым он открывает для них ящик Пандоры, который их очень пугает, потому что они, как и европейцы, на протяжении столетий очень жестко резали там друг друга все. И, соответственно, когда непонятно, каким образом эти конфликты будут регулироваться, то собственно, они понимают, что им выгодный мир летит в тарары, потому что я напомню, что за последние, Бранкович, по-моему, писал, исследователь, что за последние 30 лет сформировался еще один золотой миллиард. Этот золотой миллиард прежде всего находится в Азии. И, конечно же, и Китай, и Юго-Восточная Азия, и Япония с Южной Кореей являются стали выгодоприобретателями этого либерального порядка. Причем многие из этих государств, прежде всего Китай, являются автократическими по своей сути. И тут мы видим вот такой интересный поворот, когда в ядре демократий
западных, да, в США усиливаются автократические тенденции, потому что Питер Тиль там и другие ребята, они увидели в автократиях, в корпоративных подходах возможность решить существующие проблемы в США и начать модернизацию, которая позволит не отставать от Китая и перегнать Китай, и установить новые правила игры, используя такие методы, для того, чтобы сохранить США. Вот Да, парадокс но такой получился. Китай, мы видим такой перевертыш. Автократический Китай пришел к необходимости защиты либерального порядка, сформировавшегося после Второй мировой войны, а демократические Штаты пришли к необходимости усиления, создания принципиально новой модели, автократической по своей сути. Это Кертис Ярвин ее является как бы выразителем там, насколько мы знаем. И, в общем-то, получилась зеркалка в какой-то степени. ну, зеркалка, но еще до ковида, 18-19 годы, заглавия главных журналов политических американских выстраивали будущее десятилетия геополитические как противостояние либерализма и автократии. Или, как мы как-то говорили в разговоре, трех центров: либеральной, иллиберальной и автократической системы. После ковида, после начала российско-украинской войны полномасштабной, Запад начинает дрейфовать все больше, кстати, началось еще с ковида, больше к модели автократии, продолжая говорить о либерализме и демократии. Вот что здесь слабое место. Если бы разговор был открытый и честный, тогда можно было бы как-то оценивать стороны. А так Европа продолжает говорить о фундаментальных свободах. И в этом смысле у Китая появилось серьезное преимущество перед Европой и перед Китаем, перед Европой и перед Штатами. Я его могу сейчас сформулировать. У Китая, с одной стороны, есть воля к работе, вот этот драйв, витальность, которой уже нет у Европы. То есть у Китая есть драйв, и у Европы его нет. Но у Китая также есть длинная история и понимание своей 3000-летней традиции. Ну, если говорить об империи, 2000-летней большой традиции. А этой традиции нет у Соединенных Штатов. Получается, что у Китая есть две вещи объединенные, которые по отдельности отсутствуют в Штатах и в Европе. У Европы нет воли, у Штатов нет длинной традиции. И сейчас Китай пытается объединить эти две вещи. Конечно, он сталкивается с колоссальными трудностями, мы не будем сегодня о них говорить, но пока ситуация выглядит в его пользу. И это как раз цена тех изменений, которые произошли на наших глазах вот последние лет 10. Если бы мы с вами говорили в 90-х, когда мы были там студентами, старшеклассниками, студентами, читали там какие-то книги, значит, газеты, учились в университетах, нам бы рассказывали совершенно другие вещи. О либеральном мире, о глобализации, о свободе, о правах человека, о том, что мир идет по одной модели, и фактически у нас нету конфликтов. Вот эта ловушка не Фукидида, а ловушка бесконфликтного мира, где гегемон единственный, и он будет практически всегда. Вот на маленьком отрезке своей истории Запад, в первую очередь Соединенные Штаты, стали исповедовать очень странную идею, что лидерство будет всегда, те модели, скажем, мягкой силы будут всегда, и миру ничего не остается, как постепенно адаптироваться к американцам. Отчасти, как ни странно, у Трампа отзвуки этой идеи ощутимы, только немножко с другой стороны. Потому что Америка первая, или прежде всего, это в основном внутренний лозунг. Но он невозможен, если Америка не будет лидером мировым. Хотя сейчас в торговых войнах, говорят специалисты, пока Соединенные Штаты имеют преимущество, но недолго. Угу. Ну, смотрите, мне кажется, вот вы интересную сформулировали тезис вот про вот эти вот
про две характеристики. Там, да, Китай традиция и воля, у Штатов воля без традиции, у Европы традиция без воли. Да, ну по сути получается как бы вот у Да, России, да, смотрите, у можно. России, кстати, есть воля и традиция. Они как китайцы в этом А плане. у То есть, России воля и традиция, но традиция, я с самых первых дней войны на это указывал, традиция все-таки западная. мгм, И что бы мы ни говорили о славянофилах, о вот этих всех идеях экспансионистских некой отдельной цивилизации, это все-таки версия Запада, как и изначально китайская как бы, модель там, после Второй мировой, вначале была западной, то есть марксистской. И это тоже интересно, как Советский Союз, который фактически надломился и очень быстро разрушился, потому что реформистские идеи были очень, ну, они как бы перевешивали возможности долгого пути. Советский Союз все-таки 70 лет. А если смотреть на развитие Китая, очень интересно, как без нажима, без истерик, без разговоров о деколонизации, голодоморах, о своих культурных революциях, да, потому что история Китая после Второй мировой это тоже не сахар, мягко говоря. да вообще вся Но история Китая. без... Что-что? Да и вообще вся история Китая это не сахар, Да и потому вообще что... вся, Да. конечно, история Китая. Но я говорю уже такой коммунистический Китай. Да? Я сейчас говорю о коммунистическом Китае, который мог бы... Я не говорю, что это хорошо или плохо. Он мог бы каяться, он мог бы искупать, значит, свои вины, мог бы совершенно по-другому строить свою идеологию, но он этого не сделал. И мы наблюдаем, как не спеша, вот так упрямым, таким долгим путем, коммунистическое ядро идеологии перемалывается и становится более традиционным ядром. Фактически от коммунизма остается важная какая-то часть, но она скорее фасадная, потому что Си пришел именно усилить сторону коммунистической идеологии. Но так или иначе, если мы будем читать дискуссии среди китайских политологов, все-таки отход от Маркса и от марксизма как западного проекта достаточно четко виден. И вот эта традиция, которую я назвал как второй элемент, это для Китая шанс и перспектива на усиление. Марксизм в конце концов будет переплавлен в этой системе рано или поздно. В ней он исчезнет, растворится или станет такой вот придаточным каким-то элементом. А вот у Запада нет подобного запаса истории, чтобы так поменять радикальным образом картину мира. И Советский Союз пытался это сделать в конце 80-х, начале 90-х и фактически развалился. И вот теперь, возвращаясь к Фукидиду, мне кажется, Соединенные Штаты не способны признать еще какое-то лидерство в мире. И отсюда перенапряжение сил, с которым Соединенные Штаты могут не справиться. Мгм. Я не вижу в ментальности американской возможности допустить равных партнеров в геополитике. И то, что сейчас делает Трамп, возможно, это выльется в какую-то попытку. Фактически есть развилка. Вот было интересные дебаты между Мершаймером и Саксом. Мгм. А Мершаймер говорил, война с Китаем или конфликт с Китаем неизбежен. Это такая жесткая линия. Поэтому Россия нужна Соединенным Штатам. А Сакс здесь спорил с Мершаймером и говорил, конфликт Америки и Китая не обязателен. Можно выстроить геополитические или геостратегические отношения так, чтобы этого конфликта избежать. И вот мы сегодня присутствуем, как бы стоим перед этой развилкой дорог. Очень многое зависит от Трампа, от его команды, по какой дороге они пойдут. По дороге, которую описывает Мершаймер, ужесточение антикитайской политики, начиная с торговых войн, экономических войн, которые могут перейти в горячую войну. И тогда Соединенным Штатам снова понадобятся партнеры. И непонятно, как поведет себя Россия. Или Соединенные Штаты пойдут по пути, условно говоря, Сакса. Будут искать возможности взаимодействия с Китаем. Но это значит немного перестать быть американцами. Вот о чем я хочу четко акцент поставить.
Это должна произойти революция в американском сознании. Когда американцы говорят, да, в мире есть еще соравная нам фигура или сила, и мы с ней будем вести диалог на равных. Я пока не вижу у Америки таких способностей. Я вижу пока старую политику нажима, давления, иногда шантажа, иногда военного давления, ну или экономического давления. Ну, смотрите, ситуация, которая была после Второй мировой войны, она, в принципе, говорила, ну, она показывает, что, в общем-то, Штаты уже были в такой модели, где был младший сопартнер. Потому что Советский Союз, по сути, там контролируя где-то 30%, скажем так, стран, да, помимо СЭВа, там, да, стран СЭВа в Европе, были еще сателлиты там, в Азии, в Африке, и приблизительно 30% находились в сфере его влияния. То есть, и эта система была, в принципе, взаимовыгодна Штатам и Советскому Союзу, потому что они использовали друг друга пугало. Штаты, значит, таким образом своих союзников держали в узде, Европу прежде всего и страны Восточной Азии. Это позволило и развить их в том числе серьезно, потому что они в качестве форпостов, скажем так, западного мира, они получили, как Южная Корея там, или Япония, и инвестиции, и доступ на американский рынок, что еще более важно, чем даже инвестиции. И, как следствие, сумели развиться в то, что они развились. Поэтому, в принципе, у Штатов есть, мне кажется, вот как бы такой модель, где они понимают необходимость сопартнера, как бы, младшего, как минимум. И отсюда все эти разговоры про химерику, как бы, да, мы помним, там, в нулевые годы. И я вот поставил у себя на странице в Facebook дебаты Киссинджера с бывшим послом в СССР, США в СССР в 1994 году, где как раз очень интересно, как Киссинджер говорил о том, что не нужно, например, вводить войска НАТО на территории стран, которые входили в орбиту влияния Советского Союза, потому что Россия рано или поздно начнет возвращаться, и, соответственно, необходимо выстраивать логику своего поведения, исходя из того конфликта, который, возможно, будет, и необходимо сохранить позиции, чтобы этого конфликта не было. То есть в этом плане он достаточно, несмотря на то, что в Украине многие его не любят, но нужно признать, что он был на высоте. То есть с точки зрения прогностики, с точки зрения вообще понимания базовых процессов. Конечно. Да, конечно. Вот. И вот, возвращаясь к вашему тезису, мне кажется, он очень интересен, потому что его необходимо углубить вот относительно наличия воли и принципов, нужно еще расширить, потому что добавить ресурсы. Потому что когда у вас есть воля, традиция плюс ресурсы, начинает как бы ситуация играть другими красками. Ну, например, вот берем США, есть воля, есть ресурсы, нет традиции. Проблема, как бы, да, то есть необходимо поработать с традицией. Китай, есть воля, есть традиция и есть ресурсы, хотя не во всех сферах. Например, в редкоземье они лидируют вообще и создали монопольную ситуацию. Но для того, чтобы быть глобальной державой, им нужны доступы на все вот эти рынки в Африке, в Латинской Америке, чтобы получать оттуда необходимые ресурсы, а на рынке Европы и Штатов продавать высокотехнологичные товары, которые они, или обычные товары, которые они производят. Потом идем дальше, вот смотрим. Европа, есть традиция, нет воли, есть ограниченные ресурсы, поэтому они вынуждены постоянно откуда-то их получать. Опять-таки, Ближний Восток, Африка там, и так далее. В связи с чем их позиция уязвима. Россия, есть воля, есть традиция и есть ресурсы. То есть, как бы, у нее сбалансированная позиция, но проблема в отсутствии технологий. И это, кстати, может быть еще одна вводная, как бы, там, да, которая позволяет... Плюс демография, да. Да. Вот мы все включаем технологии плюс демография. Да. Потому что демография играет против России, как и против Украины. Да, как и вообще в целом против Запада. Практически. Как и вообще против Запада. Да. Конечно. Мусульмане, вот страны как бы арабские прежде всего там, да, посмотрим, хотя они не только арабские, потому что Индонезия и Пакистан серьезные мусульманские страны, Бангладеш. Есть воля, есть традиция и есть ресурсы.
в ряде стран. В ряде стран есть ресурсы, в некоторых ресурсов нет. Потому что, например, есть избыточные энергетические ресурсы, но недостаточно продовольственных ресурсов. Поэтому и нет технологий. Ну, добавим еще демографию, опять Да. же, да, ряд Да. исламских стран, это все-таки очень сильная демография. Да, да, это Начиная от Турции, там, да, это демографические доноры. да, демографические доноры, технологические, да, и что главное, если говорить терминами Макса Вебера, не хочу наших зрителей сегодня замучить умными словами, но скажем, трудовой этос – это то, что у Европы тоже улетучивается, это часть воли, да, часть воли, потому что воля складывается из разных, скажем, военная, способность себя защищать, способность идти на риски, способность много работать. Вот у Европы этого нет, это есть в Азии. Но я бы скорректировал тут двуполярный мир, о котором вы, Юрий, говорили. Безусловно, я согласен, это было как бы две системы. Но сейчас немного поменялась эта конфигурация, потому что Китай последние, особенно годы, этот год вообще был революционным в плане технологий. И можно сказать, что Китай не только не отстает от Соединенных Штатов, но, если читать экспертов по искусственному интеллекту западных, некоторые из них считают, что Китай может со временем превзойти Соединенные Штаты на этой дистанции, в этой гонке. А если мы говорим о торговом присутствии Китая как инвестора, да, и как торговой силы во всем мире сейчас, плюс технологии, плюс потенциальные союзники, потому что Китай привязывает к себе эти силы, привязывает к себе эти страны, это усилит Китай в ближайшие 10-15 лет. И еще одна ремарка. Если тогда было все-таки две силы, но тогда спал в смысле сон. Китай, Индия и исламский мир. Сегодня и Китай, даже Индия, тоже претендуют на достаточно сильную роль. Поэтому в противостоянии двух сил сегодня достаточно такое смещение. Пытается играть свою роль Индия, пытаются играть свою роль исламские страны и в дипломатии, и в экономике, да и в мягкой силе, в смысле идей. Ислам для многих привлекателен, как это ни странно, может прозвучать для некоторых наших зрителей. Так что этот мир чуть сложнее, я бы сказал, значительно сложнее, чем мир с 45 по 91 год. Тогда было только две мощные силы, и все вращалось вокруг них. Фактически все были сателлиты. Было два таких солнца, вокруг которых вращались другие планеты. Сейчас таких солнц намечается несколько, и поэтому прогнозировать труднее, и отношения между ними выстраиваются разные. Например, отношения между Индией, Китай, Индия, Соединенные Штаты. Или, например, Россия, Китай, Россия, Индия, и сейчас Россия, Соединенные Штаты. Точно тоже Европейский Союз. Вот эта идея de-risking, так называемый, которую Урсула фон дер Лайен объявляла в 23 году, в начале 24-го, куда-то испаряется. И европейцы сейчас судорожно ищут рынки сбыта, и это их уязвимое место. Это еще раз ударит по их возможностям, ресурсам, как вы говорите. Потому что торговые войны бьют по Германии, как промышленной стране, но отчасти и по Франции также. Да, даже если говорить там, вино, коньяк, там, другие какие-то важные экспортные продукты и так далее. То есть мир сложнее, и держать в голове для любого аналитика сразу много элементов. Это я сравниваю просто как жонглировать двумя мячиками, а это искусство жонглировать 5-7 мячами, по-другому работает мозг. Это достаточно сложная система. 100%. Это принципиально иная ситуация, чем вообще было когда-либо в человеческой истории, потому что необходимо по-настоящему иметь всю глобальную картинку в голове для того, чтобы защищать свои даже региональные интересы. И поэтому в этом, как мне кажется, ключ к пониманию кризиса США во внешней политике сегодня. То, что Трамп предлагает. То есть, когда Трамп говорит, что времена Маккинли и Теодора Рузвельта, это вот как бы такая сивочола давнина, которая как бы вот показывает, как можно себя вести для того, чтобы себя хорошо чувствовать,
то, собственно говоря, уже в этом есть иллюзия заблуждения, потому что тогда был многополярный мир, но мир, в котором еще отсутствовала Азия как игрок, по сути, потому что Китай находился в кризисе, а Индия была колонией. Африканские страны вообще отсутствовали как игроки. Латинская Америка была где-то на периферии. И, соответственно, не было тех И центров... добавьте, что Европа фактически жила, эксплуатируя Африку. Да. Да, и в том мире, даже после 1945 года, так называемая деколонизация, Франк-Африка фактически это источник для Франции. Часть африканских стран источник для Британской империи, если говорить о первой половине 20 века. То есть меняются функционалы различных центров силы. Африка претендует сама быть силой. А еще вчера Африка была просто ресурсным придатком Европы. И отсюда она усиливала, естественно, Европу. А Европа не имела проблем на больших территориях африканских государств, контролируя их вождей, подкупая или смещая их. Сейчас политика Соединенных Штатов, политика давления не срабатывает. Последние вехи этого были Ирак и Афганистан. Ну, возможно, и сюда добавить и нашу страну, Украину. И уже вот такая достаточно жесткая политика, она проиграла. Теперь нужно выстраивать совершенно другие отношения. И еще раз повторяю свой тезис. Способна ли Америка к этому? Вот вопрос. И поэтому так внимательно наблюдаем за Трампом. Пока не получается выстроить отношения с Европой. Да, то смотрите, вот политика после США, после Второй мировой войны, она была глобальной. И она имела еще одно важное преимущество, которое сегодня вот возврат к такому реализму жесткому вот в формате Трампа привел к потере этого важного качества. То есть у США было важное преимущество, единственное преимущество, кроме Советского Союза, это идеологическое. То есть, если Советский Союз предлагал коммунизм как идею, то США предлагали либеральную идею, град на холме, вот это вот всю эту красоту. И вот когда Трамп стал требовать ренты, те или иные формы ренты с различных государств, в том числе с Украины, то было заявление премьер-министра Индонезии, который сказал следующее, что на протяжении десятилетий для нас Штаты были идеологическим ориентиром, потому что они говорили, что мы град на холме, к которому каждый может прийти, если вот будет соответствующий набор характеристик. А теперь мы видим, что они по поводу ренты, что их интересует, кроме ренты, их больше ничего не интересует. И, соответственно, если кроме ренты ничего не интересует, то по сути, для таких государств, как Индонезия, там, как Украина там, и десятков других стран, выбор заключается в том, с каким из требователей ренты выгоднее работать. И выгодно ли вообще. Потому что, возможно, можно работать и без ренты, там, да, как многие страны уже тоже к этому пришли. И вот это ключевой кризис сегодня в американской внешней политике. Потому что... Заметьте, Юрий, заметьте, что... Вектор геополитической Украины, который сузился и стал максимально элементарным с 2005 года, собственно, мы с вами, как евроцентристы, да, и прозападные люди, все-таки понимаем, что Украина двигалась в эту сторону достаточно жестко и не создавая своих союзников в других местах. Но это был главный фактор обращение элит украинских к гражданам. Мы идем по пути ценностей. Да? Наш путь в Европу почему? Потому что там, и начинается вот эта символическая система, эти ценности и так далее, получается, что такие страны, как Украина, дезориентированы. Ну, Европа продолжает еще играть в эту игру, но понятно, что они будут вести себя все циничнее и циничнее. И, кстати, вот книга, которая вышла буквально месяц назад, «Если Россия победит», это профессор Бундесвера Карло Массала разработал сценарий 2028 года. Как будет вести себя Штаты, Россия, Европа в 2028 году. Интересно, вот на тех данных, которые есть, он выстраивает этот сценарий. Фактически это книга-сценарий, очень интересно. Так вот, украинская внешняя политика дезориентирована.
И если многих подкупал, не знаю, словарь ценностей, теперь этого словаря ценностей нет. И если расчет, рента, взаимная выгода, то, простите меня, тогда почему не Азия, почему, даже, прости господи, почему не Россия, скажут ряд элит, которые будут ставленниками здесь, скажем, на части территории Украины. То есть украинским элитам труднее строить свое будущее, когда обрушивается вот эта часть мягкой силы, которая была для нас привлекательна в конце 80-х, начале 90-х. Я говорю для нас, потому что не для всех Запад был, ну, скажем, привлекательным. А теперь смотрите. Ну, для меня, безусловно, был привлекательным. А теперь смотрите, этот крайне важный момент для нас, он же говорит о чем? Он говорит о том, что невозможно, в принципе, развивать страну, не имея в голове всю палитру как бы вот этих глобальных процессов и региональных процессов. То есть у тебя должно быть естественное любопытство, то, что здесь всегда как бы пренебрегалось, значит, исключалось там, да, к самым различным странам, к самым различным народам, даже маргинальным, потому что даже в маргинесе можно найти источник будущей силы, увидеть, либо найти ресурс там, как бы там, да. И в этом плане вот Украина, которая увлеклась слишком вот, там, Европейским Союзом там, и Западом в целом, она упустила из виду вот эти вот процессы, которые привели нас туда, куда привели. И я писал еще в 22 году, что в какой-то степени, а может быть, ну, Украина, по сути, оказалась в ситуации, что она была более западная, чем сам Запад в текущий момент, который обрюзг, стал... Романтичная более. Это был такой романтизм вестернизации, да? То есть Украина поверила в идеалы Запада настолько, что готова была положить свою витальную энергию с жизни сотен тысяч людей, в жизни, ну, страны в целом несколько десятков миллионов человек, на то, чтобы стать частью Запада, потому что это казалось ценным. Несмотря на то, что, будем называть вещи своими именами, украинские элиты использовали эту иллюзию, этот оптический обман, как ширму для управления страной. И, собственно говоря, Запад использовал это стремление Украины как ресурс для контроля и для того, чтобы ничего не обещать на самом деле. Все правильно. Я назвал это, ну, в такой жесткой, грубой форме, не буду ее называть с вами, скажем так, 3 базовых обмана, которые вот вокруг Украины были, которые на протяжении последних 3 десятилетий. Первый базовый обман Запада по поводу того, что Украина станет членом НАТО и в меньшей степени Европейского Союза, но прежде всего НАТО. Когда на Западе все понимали, что за позицией Германии и даже самих Штатов Украина там не будет. Поскольку рассматривали ее как буфер изначально. Даже вот эта логика Киссинджера, о которой я говорил там 30 минутами ранее, она как раз свидетельствует, что они смотрели на эту территорию стран Центральной и Восточной Европы как на буфер, подверженный дыханием крупных субъектов, крупных держав. Это дыхание то сужается, то как легкие как сужаются, расширяются. И они исходили из того, что вопрос клэша, как бы то, о чем, кстати, Хантингтон писал как раз когда-то в 94 году, по-моему, в начале 90-х. 94-95. Да. Столкновение цивилизаций. Вот они как раз вполне четко понимали это все и концептуально это обосновали. Вот. То есть первый обман вот был бы такой. Второй был обман со стороны России, которая, понимая ровно все то же самое, понимая, что Украина не будет членом НАТО, использовала этот фейк. И более того, не просто понимала, что Украина не будет членом НАТО, но и активно, системно работала с начала нулевых, когда появились ресурсы, с элитами европейских стран, просто их подкупая. Где-то интеллектуалов, где-то политиков, где-то покупая бизнеса на сотни миллиардов, как бы там, да. И совокупно, имея четкое представление, что у нее есть блокирующий пакет, либо через Орбана, либо через французов, либо через немцев. Короче говоря, у нее есть набор инструментов, которые позволяют заблокировать любое как бы, движение Украины в НАТО, как минимум. Да? И поэтому Россия это прекрасно понимала, но она использовала значит, вот эту ширму НАТО как обманку для того, чтобы обосновать свои претензии как право сильного в чисто фукидидовском ключе на то, чтобы силовым путем зайти сюда. Потому что имею право под вывеской
того, что сюда зайдет НАТО и будет угрожать России. Мы увидели, как НАТО зашло в Швецию там, и в Финляндию, ничего подобного не произошло. То есть это был обман. Наконец, То есть третий... пока вы второй обман сформулировали, я добавлю. Получается, что с обеих сторон к нам заходила идея буферизации Украины. Да, да. Запад рассматривал Украину как буфер, но Да. накачивал обещаниями вестернизации. Да. И Россия рассматривала Украину как буфер, используя этот жупел НАТО. А сейчас Россия напрямую использует идею буферизации, уже отсекая от нас наши территории нашего государства. Да. В принципе, это как бы два встречных движения с запада и с востока. И Украина оказалась здесь вот замкнутая между двумя проектами буферизации, к Да, сожалению. более того, это было зафиксировано на уровне соответствующих договоренностей в Будапештском меморандуме. Будапештский меморандум – это фиксация буферного статуса Украины. Потому что и Россия, и Штаты решали вопрос, как разоружить Украину таким образом, чтобы решить каждая из сторон решить свои ключевые задачи. России необходимо было разоружить Украину для того, чтобы попытаться потом вернуть в будущем. Штаты, понимая, что Украина может быть возвращена в будущем Россией, попытались разоружить Украину до такой степени, чтобы Украина не усилила резко Россию в случае, если она опять становится частью России. Вот была стратегическая логика Штатов. Они это понимали с самого начала. В 1991 году, с октября 1991 года, когда Джордж Буш-старший вел переговоры с Шушкевичем, с Кравчуком и с Ельциным, и поставили вопрос о признании Украины, ставился вопрос о признании Украины как и других независимых государств, но прежде всего Украина, потому что на 1 декабря 1991 года уже был назначен референдум, и все понимали, что он запустит цепочку суверенитетов. Так вот, Буш-старший ставил там принципиальный вопрос о сдаче ядерного оружия. Будапешт был фиксацией этих переговоров, этой позиции. Украина прошла через череду переговоров, жесткого давления. Саны Чалу у меня в эфире рассказывал об этом на DTIP, как раз перед войной был этот у меня эфир. И там он как раз, как человек, который участвовал в разработке Будапешта, он как раз рассказывал о том, какое жесткое давление оказывали и русские, и американцы, и даже в большей степени американцы, чем россияне. Вот. Поэтому вы абсолютно правильно зафиксировали, что обе стороны понимали статус и вели в рамках этого статуса борьбу за то, чтобы зафиксировать для себя наилучшие позиции, для того, чтобы реализовать в лучшей степени свои интересы. И, наконец, третий обман – это обман нашими национальными элитами, которые использовали тему евроинтеграции и вступления в НАТО как ширму для того, чтобы просто управлять иметь контроль над активами, управлять страной, по максимуму затягивая проникновение сюда каких-то внешних сил, транснациональных корпораций, для того, чтобы опять-таки управлять этими активами. И, собственно говоря... Плюс национализм, да, плюс национализм для определенных кругов. Это была форма управления. Внутри страны. Смотрите, это была форма, на самом деле это была форма, инструмент управления массами. Ничего более. Для тех игроков, допустим, которые исповедовали публично, да, как тот же Порошенко, эти постулаты начали исповедовать со второй половины своего срока Петр Алексеевич. Мы же прекрасно понимаем, и мы это видели, что реально ему на это все наплевать. То есть это была просто форма управления массами, ничего более. И как только они оказывались где-то в стороне, теряли власть, то, собственно говоря, ничего не происходило в их жизни принципиально другого, чем было до того. Вот. Поэтому вот эта вот ситуация сегодня, возвращаясь к большой рамке, которую мы вначале задали, она как раз требует возвышения и выползания из ракушки своих стереотипов, своих представлений о мире, потому что не проявление интереса к миру, не изучение мира вот на уровне любопытства банального, да? Вот любопытство как двигатель прогресса. Вот если этого нет любопытства, то мы обречены. Потому что без способности понимать мир в самых его различных проявлениях невозможно занимать сколь-нибудь серьезное положение в мире. Да, да.
Но я еще немножко усилю этот ваш тезис, но вернусь к вашим теории трех обманов. Это очень важно. Мы сказали о встречной буферизации Украины с запада и с востока. А давайте я введу еще один термин – демилитаризация Украины. То, что пугает сегодня украинцев в потенциальных и реальных переговорах с Россией, сделал с Украиной Запад, начиная с 90-х по примерно 10-е годы 21 века. Фактически Запад начал демилитаризацию Украины. Вы упомянули Буша, вспомним давление на Украину при Кучме, там, например, скандал с кольчугами, например, да, и давление на наш военно-промышленный комплекс. Что было с армией при Ющенко. Это интересный процесс, но просто он где-то в тени, и мы иногда упоминаем это в дискуссиях, или когда вбрасываем в каких-то постах. Но если рассматривать это в цифрах и идеологически, то в принципе с 1991 года мы наблюдаем процесс демилитаризации Украины и понижение ее военного потенциала. И когда Соединенным Штатам нужно было усилить Украину, а речь шла уже о первой каденции Трампа, тогда быстро это сделать было очень сложно. А когда началась широкомасштабная война, Запад просто надломился, потому что перестроить партнерские отношения с Украиной на военной основе, я не военный эксперт, но это, я думаю, заметно даже, я думаю, всем наблюдателям, не получилось. За 2-3 года отношения не перестроишь. И банально стало не хватать темпов. Там военных поставок, поддержки и так далее и тому подобное. Поэтому, еще раз, демилитаризация это началась давно, и не Россия ее начала. А по поводу любопытства... Нет, смотрите, ее начала Россия с США, на самом деле. Россия начала с США в момент, когда произошел развал Советского Союза, и США закрывали глаза на то, что Украина продает огромное количество вооружений там куда-то в Африку, еще куда-то. Сами подумайте, помните этот фильм, там, где Николас Кейдж играет, забыл его название, «Оружейный барон», или как он там называется, где как раз показан этот процесс. Вот задайтесь вопросом. В фильме очень хорошо показано, на самом же деле это фильм о судьбе Бута, которого Россия потом вот недавно как бы обменяла там, да, оружейного барона. В фильме хорошо показано, что американцы прекрасно понимали, как идет оружие, куда идет оружие. Там из Одессы вот они показывали, как он его перевозил, в каких объемах там и так далее, и так далее. Но не прекращали это. Почему? Потому что это отвечало интересам, отвечало вот этому базовому интересу с точки зрения демилитаризации Украины. И российским интересам это тоже отвечало, потому что они понимали, что через какой-то цикл они будут пытаться как бы Украину вернуть в зону своего влияния. Вот. И в этой логике вот, демилитаризации были заинтересованы обе стороны, играющие в силовом поле. Европа тогда не играла в силовом поле. Сегодня принципиально иная ситуация. Да, но это противоречит идее буферизации. Видите, два вот этих слова сложных, ассоциация, они немножко не согласуются. И демилитаризация со стороны Штатов и России, направленная относительно Украины, не вяжется с идеей буферной зоны, которая должна все-таки быть сдерживающим фактором. Если ее ослабить до какого-то предела, ниже уровня должного, она перестанет быть буфером, она будет просто проходным двором. Смотрите, сегодня... То есть вот эти две идеи не сочетаются. Смотрите, сегодня есть еще базовый, как бы еще один элемент получился по итогам широкомасштабной войны и вторжения России, что сегодня принципиально Трамп и Путин по поводу вот такой демилитаризации Украины могут договориться и, скорее всего, договариваются. Сейчас в этот момент идут переговоры, как мы знаем, постоянно. И для Трампа в рамках его логики реалполитик это вполне приемлемо, как бы, может быть, потому что он разменивается с Путиным по другим более важным вещам, по Арктике, по Ближнему Востоку, по Китаю, самое главное, там, да, его интересует эта тема. Поэтому для Штатов опять, в принципе, как бы уже в этой каденции Трампа это желаемая тема.
где сделка по минералам это просто попытка забрать, получить что-то, как из паршивой шерсти клок, как говорится, для того получить еще что-то, что можно по максимуму вытащить из этой ситуации. Я как раз приводил сегодня, у нас перед этим был эфир, я там приводил пример из книги о внешней политике США на Дальнем Востоке во время русско-японской войны 1904-1905 году. И там я приводил, не буду повторять, посмотрите эфир, зрители, я там приводил цитату о том, как в 1844 году Штаты устанавливали первый неравноправный мир с Китаем ровно с теми же формулировками, ровно в тех же формах, как вот эта минеральная сделка Трампа с Украиной, которая проталкивается. Вот просто вообще как под копирку. Так вот, есть принципиально иная ситуация относительно, если сравнивать с началом 90-х. У Европы появился мотив к милитаризации Украины в силу того вызова, перед которым она оказалась. То есть ее подталкивает к тому, что она должна стать субъектом, более милитарной, пробудить волю, которая в соединении с традицией, технологией и ресурсной базой, которая у нее есть, в принципе, может вернуть ей положение и статус игрока, к которому нужно серьезно относиться. Потому что я введу еще еще одно понятие важное. Вот в современной мировой политике, когда мы ее анализируем, необходимо понимать соотношение сил в треугольниках. Есть треугольник силовой: Китай, США, Россия. Есть треугольник экономический: США, Европа, Россия. США, Европа, Китай. Где в каждом из треугольников есть джокер. В первом силовом треугольнике джокер Россия, потому что от того, куда она идет, резко усиливаются позиции либо того, либо другого игрока. Во втором, в экономическом треугольнике, джокером является Европа, потому что если она идет к США либо к Китаю, то появляется союз, в котором где-то около 40% мирового ВВП, то есть почти половина, она за вот этими двумя игроками внутри этого треугольника. И соответственно, для Штатов в этой ситуации важным является не только позиция джокера в силовом треугольнике, но они начинают это осознавать сейчас, либо изначально осознавали, но и позиция Европы. Потому что Европа имеет достаточно рычагов влияния для того, чтобы сорвать вот эту большую игру Штатов в их противостоянии с Китаем. Заметьте, как европейцы филигранно разыграли удар тарифами по американцам позавчера. Они ударили по бизнесам республиканцев, которые выступали за повышение тарифов. Ударили конкретно например, по округу Джонсона, спикера Палаты представителей. Там сою они экспортируют на рынок Европы. И они сразу показали, что их ущерб будет не таким тотальным, как американцы пытаются сразу размазать масло по всему глобальному бутерброду, а что оно будет выборочным, но очень чувствительным, потому что они при этом хотят сохранить союзнические отношения с теми, с кем можно говорить. Например, с бизнесом демократов, либо какой-то части республиканцев, которые тоже, как мы знаем, неоднородны. И мне кажется, что это еще один такой важный элемент к пониманию этого фукидидовской дилеммы, точнее говоря, ряда дилемм, перед которыми стоят и США, и Китай, и Европа, и другие. Тогда Европа будет нуждаться, естественно, в книге Масала, когда он выписывает сценарий, он пишет то, о чем сейчас сказали вы. Европе нужно вернуть волю, Европа должна вооружаться, развивать свой потенциал, технологический, военный, и поддерживать Украину в этом плане. Но, с другой стороны, мы не видим для этого возможностей на долгую перспективу. И получается, что Европа для того, чтобы играть такую роль, должна идти на сближение хотя бы частичное с Россией. Я имею в виду энергоносителей или частичное снятие санкций. Получается парадокс. Штаты и Европа, американцы первые начали эту кампанию сближения с Россией сейчас. Не знаю, чем это закончится. Вообще для аналитиков это самые неблагоприятные времена, потому что
Они выходят анализировать, а через день все поменялось. Например, Трамп взял и в среду приостановил все свои решения по пошлинам, например. А что будет завтра, послезавтра, никто не знает. Но Европа должна усиливаться какой-то силой еще. Китай, ну да, торговля с Китаем важна для Германии, например, и ряде других стран. Но Европе нужны еще энергоносители. Европе нужна энергия. Для ее воли должна быть энергия, ресурсы. И если конфликт с Америкой, давайте так рисовать такие картины, будет углубляться, Европа почувствует, что она должна достроить еще через какой-то центр силы. Хотя я не хочется верить в такую картину, но мне скорее хочется верить в то, что Европа и Соединенные Штаты найдут общий язык. Через взаимные обвинения, конфликты, но через год-два хочется в это верить, и логика такова, что они все-таки имеют больше шансов найти общий язык друг с другом. Знаете, вот в контексте нашей беседы я покажу вот стратегическую логику, которую, ну, я продолжу вашу мысль. На самом деле США с Европой будут играть через страх и через как бы игру с Россией, используя Россию как возбудитель страха и стараясь Россию привлечь слабостью Центральной и Восточной Европы, вовлечь туда для того, чтобы пугать более богатую Западную Европу. И таким образом использовать мотивации и России, и европейцев, прежде всего Запада, для того, чтобы усилить свои позиции в этом противоречии, в противоречивой борьбе с Китаем. Так вот, я там говорил вначале о Сыматяне, да, его исторических записках. И там точно так же, как и у Фукидида, есть масса поучительных примеров, демонстрирующих, как работает эта стратегия. Потому что Сыматян писал практически в одно и то же время с Фукидидом, где-то на 2 столетия позже, чем Фукидид, но описывал эпоху сражающихся царств, которая проходила, которая была почти в то же время, даже в то же время, как и Пелопоннесская война. Так вот, например, как описывается логика того, что сейчас Трамп будет делать с Европой. Разговор цинского правителя с Джан И. Цинский Хуэй Ван спросил: Джан И, каким образом Цинь может завоевать Поднебесную? Джан И ответил: если вы хотите завоевать Поднебесную, то должны сначала разрушить союз государств, в нашем случае ЕС. Чтобы разрушить этот союз, нужно сначала подчинить царство Чу, в нашем случае это Германия. Проявите щедрость к более удаленным государствам, в данном случае это такие страны, как Польша, и суровость к ближним, в данном случае часть западных стран, таких как Дания, куда уж ближе, чем Дания, для штатов, которые с ней имеют очень особый характер отношений. Так вы их разделите. Используйте силу там, где это выгодно, и воздерживайтесь там, где это невыгодно. Вот это один пример. Да? Потом еще один пример, стратегия по устранению соперников. Шан Ян сказал: когда сильный нападает на слабого, это подобно тому, как волк преследует стадо овец. Зачем ждать, если мы можем нанести удар сегодня? Внутри 6 государств столько разговоров, что о союзах и контрсоюзах, о вертикальных и горизонтальных альянсах. Но время работает против них. Царство Цинь должно использовать свою силу, чтобы покорить их одно за другим. Это логика, в которой играет и Трамп, и Путин на самом деле, только преследуя свои цели на противоположных концах Европы. Вот такие пироги. Ну что, мы завершили круг фактически. Я думаю, что набросали ряд тем для того, чтобы наши зрители подумали. Да, я думаю... Вот я ваш тезис завершаю, поддержу, что еще выступая в бизнес-клубах украинских, начиная с 16-17 года, я только назвал это не любопытство, а более широкая картина мира. Большинство украинцев, даже представителей элит, не интересно, что происходит в Сирии, что происходит в Пакистане или в Перу, в какой-то Венесуэле. Наши интересы были сосредоточены только на Соединенных Штатах, изредка на Брюсселе, и Москва всегда занимала наши умы. Вот у нас было только 3 эти точки. Те политики, которые придут к власти, надеюсь, в ближайшие годы, должны резко поменять кругозор украинцев.
и понимать, что более широкий коридор для усиления своей позиции – это игра иногда на разных чувствах наших партнеров. А нам к началу широкомасштабного вторжения не с кем было играть наши карты. Мгм. Мы настолько привязали себя к Западу, что у нас не было дополнительных козырей. Вот сейчас эту ситуацию нужно будет исправлять. И не знаю, не поздно ли, это такой другой вопрос. Но, по крайней мере, это просто необходимость ближайших лет для украинской политики, да и вообще украинского существования как государства. Большое вам спасибо за беседу. Во всяком случае, она меня заставила, вот, скажем так, она относится к тем беседам, которые позволяют концептуализировать вот картинку мира. Там, да? Я думаю, что вот это наши связки, там, традиция, воля, демография, все остальное, это можно развить вот просто в ряд конструкций, позволяющих лучше описать мир. И, я думаю, добавить что факты, цифры, схемы, графики, чтобы усилить это. Да, я думаю, что мы с вами можем развить, возможно, мы там еще кого-то позовем, там, Дацюка того же самого, который внимательно, я думаю, будет смотреть этот эфир, я ему скажу посмотреть, и многие другие наши интеллектуалы, которые внимательно смотрят за подобного рода дискуссиями, потому что мне кажется, что ряд вещей, которые здесь прозвучали, особенно если их развить, они будут интересны и для Запада, и потому что, в общем-то, мы можем объяснить логику кризиса ничуть не хуже, чем их аналитики, и, в общем-то, показать пути выхода и логику движения. Вот так вот. Ну, связать это с практиками, потому что ведь то, о чем мы говорили, прямо связано с тем, что мы будем делать в ближайшие годы. 100%. Поэтому у нас получилась отличная синергия, и я вам за это благодарен. Я могу вам дать видео, вы поставьте себе на канале, я думаю, будет вашим зрителям тоже интересно. С удовольствием, да. Сбросьте мне тогда. Да. И спасибо за приглашение. Надеюсь, что будем продолжать периодически. И я думаю, что, может быть, вы уже сделали. Если не сделали, то сделайте вот этот обзор этой книги немецкой. Мне кажется, это очень интересно, этого профессора. Да, еще не сделал. Там, кстати, интересно, в завершении разговора, там же описано, как Россия будет захватывать Нарву и эстонский остров Хиюма. Угу. Даже указана четко дата, 23 марта 28 года. Интересно, там описано, как будут действовать в Нарве сторонники России, что будет происходить на острове эстонском и как будет выступать российский президент. Там интересно, что российский президент должен быть новым. По сценарию, и там же даже имя и фамилию ему придумал Массала, Олег Обманщиков. Путин уступит власть, Олегу Обманщикову должно быть 47 лет, он из финансовой среды, он всех устраивает. Он в Лондоне получал образование финансовое. И Путин будет оставаться в тени, главной силой, а Олег Обманщиков будет президентом вот этого нового соединения земель. Интересный сценарий такой, знаете. Да, напоминает в своих тезисах ряд моментов, которые у нас были в последней беседе с Петром Кульпой, нашим польским экспертом, который в Украине много живет, который как раз вот этот сценарий проговаривал сквозь призму интересов Польши и Украины и говорил о том, что Путин действительно может сыграть вот в такую игру, преследуя там свои цели. Хорошо. Андрей Олегович, еще раз огромное спасибо вам и до новых встреч. С вами спишемся. Видео я вам сейчас отдам. Друзья, спасибо. Всего доброго. Друзья, прошу, кстати, чуть не забыл. Поддержите, пожалуйста, сбор на 150 тысяч гривен. Сейчас вот я в описании к эфиру дам у себя в телеге. Это наш боец, которому мы собирали, его подразделению 47-я бригада, собирали на автомобиле, их неоднократно уже уничтожали, потом и новые собирали. Но это боец, который прошел огонь и воду, просто ад в Курской области в том числе. У него ранение позвоночника, и ему нужно, вот сейчас его в частной клинике будут лечить, потому что наше государство, как всегда, медлительно, и сами знаете, как оно действует. Поэтому он обратился ко мне, и я думаю, мы ему сможем помочь. Там всего лишь 150 тысяч гривен. Давайте его поддержим. Это Михальчук
Ковальчук Сергей. Я выставлю у себя значит, в телеге тоже все реквизиты, описание ситуации, фотографию позвоночника. Ему в понедельник должны ложить на операцию, поэтому давайте ему поможем, потому что это человек, который буквально в смысле дает нам возможность обсуждать все эти вещи, положив свое здоровье на алтарь перспектив нашей Родины, нашей Украины. Поэтому прошу поддержать этот збор. Это просто наш, як кажуть українською мовою, обов'язок. Все, пока.